Всем привет, это Такайони, и это мой первый ролик, очень неловко, но стоит попробовать, вдруг что-то получится. В этом видеоролике я хочу почитать свои старые сюжеты манг, какие-то вот такие зарисовочки, которые я планировала воплотить в жизнь, но я думаю, вряд ли это получится, плюс они очень сильно кринжовые. Что ж, начну с первого сюжета. Два главных героя, конечно же, это Биэлька у нас. Не знаю, может быть, кто-то не удивлен, кто был в моем инстаграме, ну что вряд ли, но главного героя зовут Такахира и его будущего партнера Юсинори. Сюжет разворачивается в магическом мире, собственно, это дальше будет обговорено, потому что я хочу начать с предисловия, которое должно было быть типа в нулевой главе. И да. Так вот, предисловие знакомства с миром. Этот мир делится на 4 класса, у которых разная энергия и своя роль в отряде. Одни из них низший класс. Это обычные люди, которые не имеют магического потенциала и живут обычной размеренной жизнью. И защита лежит на более высоких классах. Выше них средние. У них разные типы энергии, вода и воздух. Но они в основном выступают как саппорты, поддержка для высших, которая то усиливает их способности, видимо, дальше хотят написать, то понижает. Текст редактирован с февраля, не могу сейчас вспомнить с какого года, я могу смотреть, поэтому очень много ошибок, которые я собиралась исправлять, когда уже полноценно приступлю к работе. Так вот, и, наконец, самые высшие. Это те, которые руководят отрядом, от них исходят приказы. Они практически не участвуют в сражениях, лишь в самых серьезных. По численности их намного меньше, чем представители других классов. Но что насчет энергии? Они способны призвать мистических существ. Одни светлых, другие темных. Но самые сильные из них – те, кто может призвать оба типа. В этой школе, в отличие от обычной, дети учатся до 20 лет. То есть, если у низших классов есть выбор, закончить после 9 или после 11, то здесь не то, что его нет. Так и дополнительно ты обязан учиться еще 2 года. Все делается для того, чтобы повысить квалификацию отрядов. Поэтому не все магические существа, а-ля средние и высшие, идут учиться в просвещенные школы. Не знаю, что я имела в виду, но допустим. Но у некоторых нет выбора. То родители заставили продолжить семейное дело, то еще что-нибудь. И начнем с характеристики персонажей. Кое-что будет на экране, кое-что я буду проговаривать. Приступим. Прозвище. Дьяволенок. Это то, которое дал ему класс из-за его волос, которые 2 прядками вылезают из общей массы в виде рожек. Но это также идеально подходит к его характеру. Не знаю, мне почему-то показалось, что сделать волосы в виде таких рожков, которые одновременно передают характер и одновременно как-то показывает его внешность, было бы очень мило и добавляло какой-то изюминки. Сейчас я не уверена, но, возможно, это единственная особенность. И то, что ярко показывает, можно сказать, персонажа, вот делает его более необычным, потому что у Юсинори такого нету. Он очень прост по дизайну, и Такахира хоть немножко, но вот что-то необычное, так скажем, есть. Не знаю, можно ли так это назвать, но, допустим, характер. Уверенный в себе, напористый и даже конфликтный человек. Немного цундерка. И это лишь часть его непростой личности. Часть его непростой личности, я напоминаю, уместилась в одно предложение. Но это многое говорит, как бы. Расписала персонажа, так расписала. Глубоко в душе он прячет качества, которые, как он считает, стоит скрыть. Все из-за того, что ему не хочется показаться слабым и зависящим от эмоций и чувств. Такахира жизнерадостный, отзывчивый, добрый и общительный. Я думаю, что да, можно не продолжать. Флирт. Зачем я добавила эту категорию, остается очень для меня большим таким вопросом. Но мне показалось, что это будет прикольно оценить с точки зрения, как кто в целом подходит к флирту, как кто относится, и, возможно, раскрыть этим характер персонажа, не знаю, взаимодействие с людьми. Итак, флирт. Он любит флиртовать с людьми, и при этом неважно, кто это. Меня забавляет наблюдать за их реакцией, произнес как-то он другу. И хоть это и правда, но ему некомфортно, когда кто-то начинает в ответ флиртовать с ним, или первый заводит эту своеобразную игру. Почему же? Потому что Такахира начинает немного смущаться и не знает, что ответить. Он просто молчит, а потом делает вид, что ничего и не было. В такие моменты его посещают мысли, будто Такахира какая-то робкая девочка, которая плывет от каждого намека на любую близость. Как иронично, что он не считает себя таким, хотя это отчасти правда. Мне не нравятся моменты про девочку. Я не знаю, почему мне тогда захотелось привести именно в пример, но, допустим, можно было бы, возможно, как-то по-другому охарактеризовать более хорошо, но что есть, то есть, так скажем. Поступление в школу я почему-то решила назвать ее духовная семинария, но это было звание под вопросом. Все-таки мне хотелось что-то более интересное добавить, но
почему-то не срослось. Такахиро очень способный и умный ученик, несмотря на то, что он среднего класса. При поступлении ему было 7 лет. На вступительных экзаменах он набрал 100 магических баллов, что было редкостью, и его приняли в школу. Это тоже оставалось еще под вопросом. Я, наверное, хотела что-то исправить, сделать как-то более хорошо. Но это все осталось на будущее, которое так и не наступило, собственно. Я думаю, что можно это пропустить. Я думаю, начнем с семьи. Такахиро и его родители живут в достатке. Когда он был в младшей школе, у них были некоторые финансовые проблемы, но потом все вроде бы наладилось. Мама работает в хорошей компании, как обычные люди. Ее энергия холод, а отец управляет фирмой, которая контролирует безопасность в городе и в случае чего выдвигает план действий. В отличие от мамы, его работа напрямую связана с использованием своей энергии, электричества. Ой, я хочу провалиться под землю немножко, но... Казалось бы, 2 высших класса, 2, можно сказать, доминантных класса и смогли сойтись вместе. Им-то хорошо, но Такахиро в такой семье живется непросто. Родители, конечно, добрые, заботливые, но очень строги и требовательны. Еще можно сказать в первом впечатлении, а следующий моментик я бы пропустила. Мне очень неловко читать было бы дальше. Первое впечатление о Ясинори. С самого начала Такахиро думал, что Ясинори высокомерный и лицемерный парень из богатой семьи. У некоторых сложилось почему-то такое мнение о нем. Скорее всего, из-за слухов о его равнодушии. Да и просто ему казалось, что все богачи такие. Когда он встретил его впервые и заговорил с ним, то Такахиро был полностью уверен, что плохое мнение о нем оправдалось. Я думаю, теперь что следует сказать о Ясинори, это то, что его прозвищем было Ледышка. Можно понять по характеру, почему его прозвали так. Он действительно очень холоден и равнодушен со многими. Иногда это действительно так, но бывает, что человеку просто кажется. Ясинори не умеет правильно передавать свои эмоции, поэтому зачастую люди думают, что он действительно такой. И более подробно о характере. Со стороны может показаться, что он равнодушный и холодный человек. На самом деле, в большинстве случаев это не так. Ясинори очень добрый и чувствительный парень, но из-за многолетнего образа статного, богатого и состоятельного члена престижной семьи он перестал понимать, как правильно выражать свои эмоции и в каких ситуациях это уместно. Родители, в особенности отец, очень строги даже в плане эмоций. Отец с момента, когда Ясинори пошел в школу, начал твердить, что тот должен быть сдержанным и быть лицом своей семьи. Нельзя строго реагировать, как все. Остро реагировать, как все. Это может испортить их имидж. Ясинори не понимал, какой в этом смысл, но ведь нужно слушаться взрослых. Позже он начал немного понимать их позицию. Например, пресса из нижних классов могла поймать его в какой-то неудачный момент, и все. Отец будет в ярости, хотя понимание этого ничего не поменяло, лучше будет сказать. Все чаще он стал замечать, что ему не хватает эмоций. В школе, в обществе это не так сильно ощущалось, но в отношениях сильно портило все. Всем девушкам его сначала нравилось это равнодушие, крутость, но буквально через неделю, а то и меньше, это начинало их раздражать. Поэтому он пытался научиться быть эмоциональным. Правда, у него никак не получалось знакомство с Такахиро. Не знаю, что я хотела дополнить, написать, развить сюжетную линию, чтобы можно было понять, почему именно с Такахиро у него получилось проявлять эмоции. Это же нужно было как-то развить. Почему именно с ним? Почему? Как? Зачем? Почему? Но я на тот момент не задавалась этим вопросом. Мне казалось, это все очень даже логично. Хотя сейчас понимаю, что нет. Семья. Родители Ясинори довольно богаты. Они владеют 2 крупными фирмами по всему государству. Отец является их директором, а мать его помощницей. Это достаточно удобное решение, ведь при таком раскладе они практически всегда рядом. И для Ясинори они еще с начала подростковой жизни начали подбирать идеальную пару. Из хорошей семьи, которая соответствует их статусу, была бы выгодна для продвижения бизнеса. Это, конечно, неправильно, и он всегда был против, но было не переубедить. По словам родителей, мы согласимся с своим выбором только если она понравится нам. Жестоко, но Ясинори давно смирился с этим. Я выведу некоторые моменты на экран, но в целом время подходит к концу, и я не знаю, будет ли это интересно кому-то. Если это залетит и кому-то понравится, я увижу ответную реакцию, что да, нужно, чтобы да, мне бы хотелось, я бы продолжила делать озвучку со своими сюжетами. Но, думаю, не так много. Если же напишут, что нет, не понравилось, то я прислушаюсь к вам и не буду продолжать. Но если получится ситуация, которая, скорее всего, произойдет, это, я имею в виду, что роли просто не залетит, а идеи не будет, то, думаю, я продолжу читать эти зарисовочки. Посмотрим, что выйдет. И всем удачи, всем пока. Я желаю всем всего самого прекрасного. И
чтобы у вас получались хорошие сюжеты и просто все получалось. Я буду очень рада за вас. Всем удачи, всем пока.